Сегодня я покажу вам удивительную подборку экспериментов с огнем, которые можно повторить даже на кухне, но будьте очень аккуратны. За всем этим будут наблюдать наши усатые эксперты. Ну что, погнали? Начнем с химии. А вы знали, что огонь можно затушить невидимым газом? Чтобы получить такой газ, нам нужно простую пищевую соду залить уксусом. В результате бурной реакции вырабатывается углекислый газ. Теперь аккуратно выливаем газ на свечу, и происходит магия, она тухнет, хотя мы к ней даже не прикоснулись. Это происходит потому, что для горения нужен кислород, а в углекислом газе кислорода нет, поэтому горение и невозможно. А как насчет того, чтобы заставить свечу гореть под водой? Напишите в комментариях, возможно это или нет. Поджигая свечу, я думал, что она потухнет практически сразу, но на мое удивление она продолжала гореть и дальше, даже когда огонь опустился ниже уровня воды. Секрет тут очень прост. Вода в стакане охлаждает стенки свечи, в результате чего они никак не могут расплавиться. Но длиться это не может вечно, и в какой-то момент вода попадает внутрь и гасит наш фитиль. В результате мы получаем вот такую пустотелую свечу. Для следующего опыта нам тоже понадобится свеча. С помощью линейки мы находим центр свечи и с помощью раскаленной иголки делаем в ней отверстие, используя иголку как ось. Поставив свечу на стаканчике, мы получаем своего рода маятник, у которого мы сначала поджигаем одну сторону свечки, а потом и вторую. Сначала ничего не происходит, но потом наш маятник начинает понемножку раскачиваться с одной стороны в другую. В какой-то момент я даже подумал, что наш маятник сможет сделать полный оборот, но, к моему сожалению, этого не произошло. Не знаю, как вы, но мне кажется, что это очень хорошая идея для создания вечного двигателя. Как думаете? Даже наш усатый эксперт пришел посмотреть, что мы здесь делаем, но его это не впечатлило. В какой-то момент свеча просто остановилась и начала очень медленно гореть, пока не упала и не сгорела вовсе. Следующий опыт также очень прост. В простую воду добавляем моющее средство и с помощью газового баллончика создаем вот такую пену. Поджигая пену, мы получаем вот такой огонь. И выглядит это очень эффектно. Ни в коем случае не повторяйте этот эксперимент дома. Ведь мы профессионалы и делаем все это в подготовленной среде. И ко всему готовы. Смотрите, какую простую штуку можно сделать с простой алюминиевой банки. Вырезав квадрат с помощью бумажного скотча, маркером я размечаю круг. После чего с помощью ножниц я вырезаю вот такую спираль или что-то похожее на пружинку. С помощью самореза и палочки я делаю вот такую ось, на которую надеваю нашу спираль. Если под нашу импровизированную пружинку поставить свечу, то она постепенно и не спеша начнет вращаться вокруг своей оси. И чем больше свечей мы поставим, тем быстрее будет вращение. Если вам интересно, как работает этот эксперимент, описание находится под видео. Следующий эксперимент даже для меня выглядит как какое-то волшебство, для которого нам нужно смешать 1 чайную ложку соды и 4 чайные ложки сахара. Еще мы берем песок и 99% спирт, которым нужно обильно смочить песок, но главное не переборщить. После чего мы высыпаем нашу соду с сахаром на песок и поджигаем. Через пару минут на нашей импровизированной горке начинают появляться какие-то странные черные шарики. Их становится все больше и больше. Они начинают объединяться, и в результате с песка начинает лезть какое-то невероятное существо, похожее больше всего на змею. Не знаю, сколько времени это длилось, но наша змея никак не хотела прекращать расти. Такое ощущение, что это будет вечно. Но в какой-то момент она все-таки сломалась, не выдержав собственного веса. В конце концов, когда она остановилась, можно посмотреть на нее более внимательно. Мне очень понравились вот такие разноцветные пятна на нашей змее, как будто она сделана с металла, но это совсем не так. Внутри она пористая и похожа на булочку, и выглядит очень аппетитно. В следующем опыте я попробую поджечь то, что гореть не должно, а именно муку. Чтобы распылить муку, я использую вот такую пластиковую баночку. Как источник огня я буду использовать спирт. В результате я получаю вот такое красивое пламя. Ни в коем случае не повторяйте этот эксперимент дома, ведь это может быть опасно.
А теперь давайте попробуем добыть дым без огня. Для этого со спичечной коробки нам нужно срезать вот такую полоску, о которую мы зажигаем спички. Вытягиваем с холодильника замороженную емкость и кладем на нее нашу полоску, поджигая. Она должна полностью сгореть. В результате на стекле остается вот такой маслянистый черный след. Если нанести эту жидкость на пальцы и начинать растирать, она начинает дыметь. И выглядит это очень эффектно. Если захотите повторить этот эксперимент дома, используйте перчатки, как и я. Хотите увидеть, как левитирует огонь? Для этого берем зажигалку и ручку, с которой нам нужно вынять стержень, чтобы добыть чернила. После чего на форсунку зажигалки мы наносим чернила с нашей ручки. Зажигая огонь, мы действительно видим, что он, как по волшебству, начинает левитировать. Даже спичку возможно зажечь от этого огонька. Более детально, как работает этот эксперимент, я напишу в описании к этому видео. Давайте заставим воду преодолеть гравитацию и подняться вверх. Наливаем воду в емкость, поджигаем нашу свечу и накрываем ее колбой. По мере того, как воздух в колбе сначала нагревается, а потом остывает, воздух внутри нее сжимается и заставляет воду подниматься вверх за счет вакуума. Чтобы сделать этот процесс более эффектным, нам понадобится спирт, который мы наливаем внутрь колбы и накрываем ею свечу. Эффект практически молниеносный. Вода влетает внутрь колбы с большой скоростью. Это происходит потому, что из-за горения спирта воздух внутри банки очень резко расширяется, после чего очень сильно сжимается от охлаждения, создавая сильный вакуум, из-за чего вода просто влетает внутрь колбы. Давайте попробуем поджечь свечу, даже не прикасаясь к ней огнем. Тушим свечу и поджигаем. Все очень просто. Когда мы тушим свечу, от нее идет белый дым. Это пары парафина. Если к ним поднести свечу, то парафин загорится, поджигая фитиль. Если не знать, что происходит, то выглядит это очень магически. И этим можно удивить даже своих близких или знакомых. Уверен, вы никогда не догадаетесь, зачем здесь нужен чай. Берем наши пакетики, разрезаем и высыпаем с них все содержимое. В результате получаем вот такую бумажку. Выставив наши пакетики в ряд, мы их поджигаем по очереди. Ни в коем случае не повторяйте этот эксперимент дома. Догорая до конца, чайные пакетики один за одним начинают подниматься вверх. Честно говоря, я до сих пор не знаю, почему это происходит. Если вы знаете ответ на этот вопрос, напишите, пожалуйста, его в комментариях под видео. Я буду очень благодарен, если вы поставите лайк этому видео и подпишитесь на мой канал, ведь я очень сильно старался, чтобы доставить вам как можно больше положительных эмоций. Спасибо за просмотр и до следующей встречи!